Друзья, всем привет! С вами Анастасия, художница из Швейцарии. Записываю короткое видео, чтобы рассказать, как не надо поступать художнику, и не только художнику. На самом деле, любому человеку, который хочет себя организовать как предприниматель и пытается вести какое-то свое самостоятельное дело. Буквально сегодня поймала себя на мысли: Настя, чем ты занимаешься? Посмотрите, какая сложилась ситуация. Сейчас, в предновогоднее время, у меня достаточно много разных заказов и отправок картин. И запаковывая свои работы, я столкнулась с тем, что у меня заканчиваются визитные карточки. Ну, вы сами понимаете, что когда мы отправляем посылки, хочется вложить какой-то маркетинговый материал, да, с нашими контактами. Так вот, у меня заканчиваются и визитные карточки, и открытки, которые я обычно добавляю покупателям, да, на которых я пишу большое спасибо за поддержку моего искусства. И на этих открытках есть QR-код, который ведет на мой сайт. Так вот, я столкнулась с тем, что открытка была уже последняя, которую я вложила в прошлый раз, и что мои визитки уже тоже исчисляются в количестве 5 штук, то, что на данный момент осталось. И что делать? Я, в общем-то, подлавливала какую-то скидку от того сайта, где я обычно заказываю свои визитки. И, в общем-то, чтобы это дело организовать, я пошла смотреть e-mail и нашла такой e-mail как раз вот на скидочку на подобные маркетинговые материалы. Ну, собственно, и радостно села оформлять заказ. Всякие маркетинговые продукты, которые нам необходимы, да. Тут, значит, я захожу в систему и ищу в системе образцы старых своих открыток и визитных карточек, чтобы сделать как бы новый заказ на них. Параллельно я начинаю осознавать, что у меня на этих открытках QR-код, который ведет на сайт, он уже устарел, потому что сейчас я работаю над новым сайтом. Собственно, сайт еще... Ну, как сказать, да, он как бы онлайн, он как бы готов, но он еще не очень наполнен. Но все-таки надо уже, если я хочу ввести туда людей, надо давать адрес нового сайта. Потому что старый сайт, который я указывал до этого, это, в общем-то, социальная сеть была, вот Tumblr, или как правильно, да, то есть я его уже не поддерживаю. Там, конечно, можно найти ссылку на какой-то еще мой сайт, да, перелинковку, но все равно это уже сложно. То есть если уже что-то делать, надо делать это правильно. Ну, значит, я начинаю переделывать дизайн открытки, делаю новый QR-код и добавляю. Потом начинаю продумывать, что да, вообще-то раньше у меня была очень минималистичная открытка, а сейчас хорошо бы добавить прям прямым текстом еще название сайта. Раньше у меня был только QR-код, и я считала, что это так круто. Открытка просто, да, с моей картиной зеленой доской, где написано просто Science Art, и вот этот вот в углу QR-код. Сейчас я подумала, что да, это, конечно, круто, но, наверное, имеет смысл прям прописать еще прямым текстом название, линк на мой сайт. В общем-то, я добавила это. Потом я еще посидела, подумала, что, наверное, бы неплохо указать там Инстаграм. Значит, добавила еще строчечку Инстаграм. Получилось, что уже открыточка стала смотреться не так минималистично, но зато в ней теперь больше информации полезной. Уже практически оформляя заказ, я поняла: Настя, но ведь ты не написала самого главного. Картинка эта настолько минималистична, открытка, что там нет даже твоего имени. Поэтому я решила добавить новой строчкой еще и все-таки Анастасия Васильева, артист. Художник. Подумала, что, наверное, это тоже будет полезно. В общем, когда я завершила все-таки дизайн, да, обновленный дизайн своей открытки, и хотела сделать заказ, я, кстати говоря, обратила внимание, что расценки на вот эти вот да, открытки выросли по сравнению с... В прошлый раз я их заказывала 5 лет назад, представляете? В общем, цена выросла в 2 раза. Ну, что делать, да, я использовала все эти открытки, которые я заказывала, я все их использовала, поэтому я с удовольствием заново их закажу уже в обновленном дизайне.
Но тут я подумала, Настя, ведь визитные карточки у тебя тоже уже практически заканчиваются. Да, там тоже, естественно, надо обновить веб-сайт на этих визитных карточках. То есть идет следующий этап продумывания, да, начинаю продумывать, что надо еще поменять на визитной карточке. Прописываю свой сайт. И по идее уже бы надо оформлять заказ, да, есть небольшая скидка, которая есть из e-mail, а тут еще бегает ребенок, у которого школьные каникулы, да, и я ему говорю постоянно, что да-да, мы сейчас пойдем скоро погуляем, еще немножко я тут доделаю, и мы пойдем погуляем. Ну, собственно, у меня вообще сегодня день, можно сказать, такой выходной, отпуск, поэтому это я как бы отдыхаю тогда, заказываю вот эти вот открытки. Но я сейчас просто рассказываю то, как не надо поступать, потому что весь ход моих мыслей, он шел с какой-то совершенно не той точки, и разворачивался, только все это удлинялось, вся моя деятельность, и это еще было не все. Когда я делала визитную карточку, да, подправляла название сайта, я подумала, Настя, а ведь ты делаешь свой новый сайт, а сайт у тебя в определенных уже цветах, да, цветовая какая-то там гамма сделана, а визитная карточка была просто на черном фоне, что мне очень нравилось, кстати говоря. Я подумала, но ведь сейчас у меня уже не черный фон, да, а сайт у меня будет на шоколадном фоне. Может быть, лучше сделать визитную карточку тоже на шоколадном фоне. И в этот момент что-то уже внутри щелкнуло. Я подумала, Настя, это сейчас затянется очень надолго, потому что я пошла смотреть, да, какой же фон у меня используется на сайте, то есть вот этот код, да, цвета, мне надо его как-то вычеркнуть. И тут я подумала, Настя, а это правильно, что у тебя вообще сайт такого цвета? Может быть, стоит переделать сайт? И вот здесь я уже все сказала себе, стоп, так дальше не пойдет, потому что, начав от какой-то маленькой необходимости, которую, да, мне надо было решить, вот конкретно проблему заказать маркетинговые материалы, да, чтобы отправлять посылки, которые мне вот надо уже паковать для покупателей, я уже пришла к тому, вот таким вот размышлением, что, возможно, мне надо переделывать полностью сайт и подбирать что-то другое, да, какое-то цветовое там решение. Так дело не делается. И я подумала, наверное, имеет смысл все-таки заказать небольшое количество визиток хотя бы уже в старом дизайне, просто чтобы что-то уже было, да, чтобы мне можно было что-то рассылать. Потом их тоже делают не очень-то быстро. В общем, к чему я рассказываю эту историю? К тому, что, наверное, так поступать не надо. Где-то в этом моем поведении была ошибка. Во-первых, и погулять, конечно, уже не удалось, потому что я сидела вот, да, между этими всеми программами и, пытаясь оформить заказ на визитные карточки, параллельно я анализировала, вообще нормальный ли у меня сайт и не стоит ли там все конкретно поменять. Что-то как-то это все пошло с другого конца. Я уверена, что многие из нас работают, да, сталкиваются с аналогичной ситуацией. И начиная решать какую-то конкретную задачу, эта задача приводит к какой-то другой задаче, к следующей, и в итоге мы упираемся в какую-то весьма глобальную задачу, которая у нас не до конца решена. Проблема это многих, и надо учиться с этим справляться. Либо надо планировать, анализировать все заранее, да, чтобы вот таких ситуаций не было. Либо надо принимать какое-то конкретное решение в начале, да, вот, например, с сайтом. Сказать, да, вот я решила, сайт выглядит так. На данный момент это решение, которое меня устраивает, и, соответственно, да, либо я визитки делаю в стиле этого сайта, либо я уже использую визитки, как у меня они были, например, потому что они достаточно универсальные были, и сделаю просто заказ, может быть, небольшое количество этих визиток, но чтобы я смогла закрыть, да, свою необходимость, вот сейчас отправить покупателям картины вместе с визитками. И, соответственно, каждая такая вот новая задача, да, это какое-то время на обдумывание, на принятие решения. И получается, что в итоге ты стоишь перед какой-то очень глобальным вопросом, который ты не можешь решить.
Друзья, никогда так, старайтесь так не поступать. Если вы чувствуете, что вы попадаете в какую-то такую цепочку нерешенных вопросов и задач, которые одна тянет другую, и вам надо решить сейчас все сразу, значит, что-то в этой системе не так. Примите какое-то локальное решение, которое позволит вам, да, закрыть вашу задачу, но при этом сделайте себе заметку, что у вас что-то глобальное не решено. И работайте над этой глобальной задачей отдельно, выделяя на это отдельное время, не выкраивая это время между какими-то прогулками, да, между в своем отпуске, да, когда вы вроде как отдыхаете и хотите просто сделать маленький какой-то заказ. Ловите себя на этом и старайтесь все-таки быть организованнее. Может быть, кажется, что я такой человек, да, аналитик и прочее, весьма организованный, но на самом деле я сталкиваюсь с такими проблемами очень часто сама в своем распорядке дня и сама понимаю, что надо процессы организовывать по-другому. Если хочется что-то более серьезного, чтобы продажи были активны и удавалось их обрабатывать, да, товар запаковывать, картины, отсылать, чтобы все работало, процессы тоже должны быть отлажены. Пишите в комментариях, ловили ли вы себя на мысли, что вы как-то не очень хорошо организованы и начинаете путаться в задачах. И в итоге, возможно, задача даже и не решается, потому что визитки я так и не заказала, запутавшись в новых вопросах. Пишите, как вы справляетесь с этим, удается ли вам заранее все продумать и запланировать. Очень интересно. Если было полезно, ставьте лайк, поддерживайте канал подпиской и до новых встреч!